Вот так несложно можно пересадить орхидею. И вы сейчас наглядно видели, как растет орхидея в мху, и не нужно сразу после покупки ее пересаживать. Дайте ей возможность и корни подрастить, и листики выпустить, и тогда орхидея прекрасно себя будет чувствовать в новой посадке. Орхидеи пересаживать совсем не сложно и не страшно. Добрый день, друзья! Сегодня будем пересаживать орхидею Лас-Вегас, которая приобретена в прошлом году в октябре и находилась все это время в мху. Но хочу вам показать еще две орхидеи Лас-Вегас и немножко о них рассказать. 4 года назад приобрела в одном горшке две орхидеи Лас-Вегас. Ссылку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Раньше продавали эти две орхидеи вместе, посаженные в один обыкновенный пластиковый горшок. И почему это делалось? Потому что орхидея Лас-Вегас очень капризная. И чаще всего одна погибала, а вторая выживала. Ну, бывало по-всякому. И две погибали. Но вот мне так повезло, что обе орхидеи в этом горшке остались живы. И обе были выращены, они отцвели, и были посажены обе в керамзит. Но по мере их роста одна очень высоко выросла, и я ее пересадила, потому что листья орхидея сбрасывает, и очень часто. И каприз у нее достаточно, и я прошлой осенью одну из этих орхидей пересадила в керамзит с корой. Она сейчас активно растет. Видите, новые, совершенно здоровые корни. Нужно немножко подсыпать еще грунта, чтобы прикрыть эти корни. И вот листики здоровые растут, такие темно-зеленые, но они у меня стоят немножко под разным освещением, ближе. Дальше лампа влияет на цвет листа. Вот это такая вот чудесная. А вот вторая до сих пор посажена в керамзит. Обратите внимание, и у той, и у другой почти одинаковое количество листьев. А в керамзите орхидея зацвела. Но она тоже требует пересадки. Когда она отцветет, я ее обязательно пересажу. Я вам хотела показать, как начинает цвести Лас-Вегас, какие темные цветы. А ту, которую мы будем пересаживать, у нее тоже остался последний цветок. Вот так она за 5 месяцев выгорает. И эти цветы почему-то были немножко мельче, чем те, которые расцветают у меня. Пусть красотка постоит, а займусь вот этой новой орхидеей. Почему сейчас стали по одному сажать? Ну, может быть, что-то исправили, и орхидеи чувствуют себя лучше и не погибают так, как это было раньше. Раньше это был просто ужас. Так много писали мне, когда я приобрела эту орхидею, что орхидеи просто погибают, просто рассыпаются. Так, что здесь у нас произошло за этот длительный период времени? Но у нее были растущие корни, но они уже проросли вот сюда вглубь горшка, и я сейчас не вижу. Вот молодые корни, вот молодые корни. Старые плохие корни стали такими деревянными. Но вот здесь в горшке очень много накручено, как орхидея любит скручивать внизу горшка свои корни, очень много скрутила. И даже вот так проросла из одного отверстия в другой пророс корень. Для того, чтобы не сломать этот корень, я срежу вот эту часть пластика. Для того, чтобы освободить этот корень.
Аккуратно нужно это сделать, потому что корней там много. Ну, вот так попробую завернуть пластик и достать орхидею. Я вам недавно рассказывала, я еще несколько орхидей приобрела в маховых стаканах. Это китайские орхидеи. И их будет много. Ну, по крайней мере, в России. Как ухаживать за орхидеей, я вам тоже объяснила. Вот за этой орхидеей я примерно ухаживала так же. Только в последнем видео я вам сказала, что нужно орхидеи подержать хотя бы 2 недели, не распушать грунт. А эту, ну, где-то дней через 10 я распушала грунт и ставила в этот горшок. И вот в этом горшке она провела достаточно долгое время. Сейчас посмотрим, что там произошло. Но скажу вам сразу, даже не разбирая, те корни, которые внутри, они обязательно пропадут. Кстати, орхидею я недавно поливала, поэтому мох влажный. Но для чего мы распушали? Для того, чтобы вот эти корни, которые находятся по краю горшка, они имели доступ воздуха, и чтобы ей свободно было растить новые корни. Она их, собственно говоря, и растила. Она даже 2 листа за это время выпустила. Вот этот и вот этот. А нижние листья, которые здесь были, на этих цветоносах, у нее же было 3 цветоноса. Вот видите, 1, 2, 3. И листья она сбросила, те, которые были под этими цветоносами. Но нарастила новые. Вот этот лист мне не очень нравится. Ну, похоже, что она его тоже хочет засушить. Но он не совсем желтый, а желто-красно-коричневый. Но у орхидеи все может быть. Я всегда наблюдаю за этими орхидеями. Особенно за Лас-Вегасом, потому что капризов у этой орхидеи очень-очень много. И сброс листьев, и плохой рост у нее. Ну, может быть, это особенности моих Лас-Вегасов. Может, у меня они себя так ведут, потому что у меня жарко, а Лас-Вегас любит более прохладную температуру. Все может быть. Все зависит от помещения, в котором находится орхидея, и температуры воздуха. Убираю весь мох. Здесь есть хорошие корни. Конечно, есть и плохие, которые сейчас нужно обрезать или отрезать, как получится. Мох убирается легко. Видите, нет плотного махового стакана. Вот только маленький кусочек остался плотный. А остальной я весь вот так распушила. И стояла она очень долго. При этом я вам хочу сказать, что не очень много плохих корней. Но все равно те корни, которые находились внутри глубоко махового стакана, они, конечно, погибают. Но растут новые. У орхидеи это происходит постоянно. Не забудьте подписаться на канал, потому что я готовлю серию видео, в которой вы поймете, как живет орхидея, как она с нами разговаривает, что она нам сигнализирует. И у вас будет больше понимания ваших орхидей, и вы с ними подружитесь значительно проще. Не забудьте подписаться на канал, и если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Это большая помощь для продвижения моего канала. Я вам буду очень благодарна за это. Ну вот, смотрим. Сверху сухой корень. И виламент сухой, и корень весь сухой. Отрезаем. Дальше. Вот это новый молодой корень. Под ним есть старый. Сверху сухой и пустой корень. Вот там, внутри виламена, такая чернота. Этот корень, даже если у него есть вот такой маленький кончик, я тоже отрежу.
Видите? Теперь у меня есть доступ к внутренним корням. Есть гнилые, есть живые. Вот такие тяжи остались. Если у вашей орхидеи очень мало корней, ну вот буквально 2-3 корешка осталось, не убирайте вот такие тяжи. Вот видите, тяж светлый, он живой. Конечно, веломена на нем нет, но он все равно поможет вашей орхидее получать хоть какую-то каплю влаги. Но я этот корень отрежу, потому что у орхидеи достаточно взрослых, живых и здоровых корней. Причем отрежу от самого основания. Маленькие корешки, которые начинали расти, но не выросли, тоже отрезаю. Вот такие. Вот они, гнилушечки. Видите, в горшке было не очень много таких старых корней. И кусочки. Вот начал расти корень, и по какой-то причине перестал расти. Сам корень убирать не надо, а вот тот кусочек, который на нем рос, но по каким-то причинам стал сухой. Это я поливала, он сейчас влажный. Обычно это просто сухая пленочка остается. Ну и внутри, конечно, тяж. Старые цветоносы, которые уйдут в грунт, можно отрезать. Не надо ничем обрабатывать. Орхидея сама умеет закрыть доступ к шее. Да и шеи здесь уже нет. Здесь уже ствол. И ничего не случится плохого с этим. Просто отрезаю так, чтобы не мешало росту корней. А самое важное, что если вот такие пеньки от цветоносов остаются в грунте, то начинает разлагаться этот пенечек. И это корм для подур. У них и так достаточно этого корма, если в коре растут орхидеи. А еще и специально оставлять эти пеньки, чтобы кормить подур, ну, я считаю, что не нужно. Если вы боитесь, что в этот пенек что-то проникнет и будет вредить вашей орхидее, ну, оставляйте пеньки. Будете учиться на своем опыте. Так как корни влажные, я не буду эту орхидею замачивать в воде, давать ей постоять там какое-то время. Я просто под водой смою остатки мха. Корни чистые. Можно еще немножко почистить ствол. Если есть старые чешуйки от листьев, это тоже еда для подур. И орхидеи эти старые листья не нужны. Можно их снять аккуратно пинцетом. Ну и все. Все, орхидею можно сажать. Вы у меня можете спросить, а что же с цветоносом? Ведь этот цветочек опадет буквально через сутки. Если цветонос на вашей орхидее остался вот таким плотным, живым, зеленым, отрезайте цветонос до первой живой почки. Что такое первая живая почка? Вот это первый цветок на этой орхидее, а под ним находится первая живая почка. Но я не буду отрезать до этой первой живой почки, потому что она вот здесь на стволе то ли царапина, то ли еще что-то было. Непонятно, она может просто не живой. Я сделаю срез прямо под ней. И вот когда вы отрезаете живую ткань,
вот тогда нужно эту живую ткань чем-либо обработать. Я чаще всего обрабатываю перекисью водорода. Так, одну капельку. Она сейчас пошипит, закроет проход для патогенной микрофлоры. И все, можно обработать толченым углем или же молотой корицей. Вот видите, начинает шипеть. А вот она, первая живая почка. И вполне возможно, что если орхидея себя хорошо чувствует, она может выпустить и новый цветонос, и из этой живой почки может появиться детка или новый цветонос. Горшок 1,8 литра. Вот эта орхидея посажена точно в такой же горшок. Корни помещаются прекрасно. Придерживаю орхидею по центру горшка и насыпаю грунт. Все очень быстро. Еще раз постучу по горшку, чтобы грунт распределился равномерно. Всегда зеленая часть орхидеи находится выше поверхности грунта. Никогда не закапываем орхидею вот так, иначе сгниет моментально. Всегда к основанию орхидеи должен быть доступ воздуха. Вот так несложно можно пересадить орхидею. И вы сейчас наглядно видели, как растет орхидея в мху. И не нужно сразу после покупки ее пересаживать. Дайте ей возможность и корни подрастить, и листики выпустить. И тогда орхидея прекрасно себя будет чувствовать в новой посадке. Орхидеи пересаживать совсем не сложно и не страшно. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.